Дорогие львы, 2026 год спрашивает прямо, на чем держится твоя уверенность? На внешнем признании или на внутреннем стержне? Для льва это принципиально, потому что 2026 снимает старые маски, проверяет роль, которую лев играет, и заставляет по-настоящему определиться, кем быть дальше и ради чего. Для льва главной темой года становится самореализация и ответственность за последствия. Лев привык светить, но в 2026 важно не просто сиять, а понимать, зачем, для кого и какую цену за это приходится платить. Ключевые планеты года работают так. Плутон в Водолее напротив Льва ломает старые сценарии отношений, власти и зависимости от чужого мнения. Юпитер большую часть года в вашем знаке дает рост, масштаб и возможности, но только тем, кто готов отвечать за свои решения. Сатурн в Овне требует личной инициативы и зрелости, без оправданий и перекладывания ответственности. И вот здесь возникает центральный конфликт года. Лев хочет быть значимым, но 2026 требует быть настоящим. Давайте рассмотрим, что в этом году для Льва неизбежно. Происходит пересборка роли и статуса. Этот год заставляет Льва задать себе вопрос: я действительно на своем месте или просто привык к роли? Проявиться это может в смене профессионального вектора, желании доказать что-то миру, или наоборот в усталости от постоянного напряжения быть сильным. Плутон в Водолее не дает вам спрятаться. Он выводит Льва в ситуации, где статус нужно подтверждать делом, влияние проверяется реальными результатами, а харизма без глубины перестает работать. Если что-то вас больше не радует, это не слабость, а сигнал к росту. Одна из самых чувствительных тем года – это отношения. Плутон напротив Льва обнажает борьбу за контроль, вытаскивает зависимости и проверяет, кто в отношениях равен, а кто нет. В этом году могут завершаться союзы, где Лев все время тащит. Также изменения придут в те отношения, в которых есть скрытая конкуренция. Могут появиться люди, которые не преклоняются, но уважают. Все это непривычно, но именно здесь скрыта возможность личного роста. Важно помнить, что 2026 не забирает любовь, он очищает ее от игр и власти. В теме финансов ожидается рост, но с условиями. Юпитер во Льве – мощнейший фактор года. Он дает расширение, видимость, возможности, рост доходов и влияния. Но Юпитер дает поддержку с условиями. Если есть ясная цель, рост усиливается. Если есть хаос, он становится больше. Если есть ответственность, приходит масштаб. А если есть игра в образ, она развалится. Поэтому для вас 2026 год – это год взрослого успеха, а не везения. Давайте рассмотрим все судьбоносные периоды. С января по март вы собираете силы и подготавливаетесь. Пока Юпитер еще не полностью раскрыт, идет внутренняя настройка, осознание своих истинных желаний и подготовка к масштабированию. Многие львы в этот период чувствуют нетерпение, хотят быстрых результатов, но реальность тормозит. Очень важно воспринимать этот период нормально, поскольку это фаза накопления сил. С июля по август это ваш пик года. Юпитер во Льве, солнечное затмение во Льве 12 августа. Это точка судьбы. Именно здесь принимаются решения, которые меняют траекторию жизни. Вы открываете новые стороны своей личности и окончательно понимаете, что старый образ исчерпан. Отнеситесь к этому периоду серьезно и делайте только честный выбор. С октября по ноябрь ретроградности поднимают старые сценарии, незавершенные вопросы, прошлые отношения и проекты. Все эти обстоятельства словно спрашивают: вы действительно усвоили уроки или просто сделали вид?
Но в декабре вам все становится ясно. Кто вы теперь, на чем стоите и куда идете дальше. Внутренний смысл 2026 года для Льва – это снятие иллюзий, взросление харизмы и переход от образа к сути. Вы выходите менее зависимыми от оценки, более уверенным в себе, с четким пониманием своей силы. Именно после этого года вас начинают воспринимать всерьез, без необходимости доказывать. А сейчас мы начнем подробно разбирать каждый месяц. Январь. Этот месяц не дает громких стартов, об этом я говорю сразу и честно. Внешний мир замедляется, ожидания не всегда совпадают с реальностью, а внутренняя работа оказывается важнее внешних побед. Но именно в этом и сила января. Он не дает вам расплескать энергию впустую, собирает ее в одну точку, из которой позже вырастет масштаб. В этом месяце доминирует тема ответственности, усиливается влияние партнеров, обстоятельств и внешних требований. Возрастает необходимость стратегического мышления. Январь показывает очень важные вещи. Настоящая сила не всегда требует демонстрации. Многие львы почувствуют, что в этом месяце их не сразу замечают, что усилия не получают мгновенной отдачи, что приходится делать черновую работу, и это может раздражать. Но именно здесь закладывается фундамент всего 2026 года. Полнолуние в Раке 3 января будет оказывать влияние изнутри. Может возникнуть усталость, внутренние страхи, сомнения в правильности выбранного пути и внутренние ощущения «я устал быть сильным». Но не воспринимайте это полнолуние как слабость. Это момент честности с собой. Не глушите это состояние активностью, лучше задайте вопрос: где я живу на износ и зачем? В первой половине января Козерог проявит требовательность, делая акцент на дисциплине, четкости и выполнении обязательств. Возможны нагрузки на работе, давление сроков, необходимость держать слово и проверка репутации. Это не самая комфортная энергия, но именно сейчас формируется уважение со стороны, укрепляется статус, закладывается доверие. Вас начинают воспринимать как надежную опору, и это важнее аплодисментов. Новолуние в Козероге 18 января – это главное событие месяца. Благоприятное время для долгосрочных решений, выбора направления, осознания границ. Появляется возможность изменить формат работы и перейти на ответственную должность. Этот путь не самый яркий, но он перспективный. Старайтесь выбирать не то, что дает быстрый эффект, а то, что выдержит проверку временем. Ретроградный Юпитер в Раке дает вам рост, но он пока еще не виден. Многое готовится, но не проявляется сразу. А внутренние процессы сейчас важнее внешних. Вы ощущаете нетерпение, сомнение, желание ускорить события, и потому январь притормаживает вас, чтобы потом дать больше. К концу месяца вы почувствуете внутреннее спокойствие и понимание, что все сделали правильно. Пусть внешне пока все тихо и результатов немного, но это состояние – предвестник роста. Работайте на перспективу, но не требуйте от себя невозможного. Это лишь начало большого огня, который разгорится в течение года. А первым сигналом этому станет февраль. Для вас это момент перехода. Если январь был месяцем сдержанности, проверки и внутренней сборки, то февраль начинает медленно, но заметно менять динамику. Это еще не пиковая точка и время громких побед, но именно здесь меняется мышление, появляются новые ориентиры, и Лев начинает чувствовать, в каком направлении реально будет расти этот год. Полнолуние 2 февраля происходит в вашем знаке. Оно имеет личное и показательное значение. Поднимутся вопросы самооценки, соответствия образа и внутреннего состояния.
Вы можете почувствовать всплеск эмоций, желание быть услышанным, а также внутренний конфликт между «я должен» и «я хочу». Лев может эмоционально реагировать на критику, и здесь важно избежать демонстрации силы. Вся первая неделя февраля несет энергию Водолея и делает акценты на отношениях, договоренностях, взаимодействиях с людьми. Для Льва это период прояснений. Вы видите скрытые конфликты и переменчивое поведение партнеров. Плутон в Водолее усиливает все эти взаимодействия, манипуляции больше не проходят, отношения требуют равенства и честности. Проявите смекалку, чтобы договариваться, поскольку борьба за контроль сейчас не принесет выгоды. Уран разворачивается в прямое движение 4 февраля. Возможны внезапные новости, смена планов, неожиданное решение, свое или чужое. Может быть затронута профессиональная сфера, статус, отношения с руководством или авторитетами. Дела, которые зависли, начнут первые движения. Главное, не сопротивляйтесь переменам, которые происходят. Далее наступает один из важнейших транзитов года. Сатурн переходит в Овен 14 февраля. Это означает, что больше не нужно ждать идеального момента и пора идти по своему пути. Сатурн требует инициативы, самостоятельности и готовности действовать без гарантий. Появится необходимость сделать первый шаг, поскольку придет понимание, что назад дороги нет. Следом наступает еще одно значимое событие – солнечное затмение и новолуние в Водолее 17 февраля. Это ключевая и судьбоносная дата всего месяца. Затмение запускает долгосрочные перемены, меняет формат отношений, влияет на планы на годы вперед. Львам это может принести начало нового партнерства, завершение старого союза и резкое осознание, кто или что мешало двигаться вперед. Важно помнить, что затмения не всегда дают мгновенный результат, они включают процесс. Приближаясь к этой дате, не цепляйтесь за прошлое, не принимайте решения из гордости, слушайте не эго, а смысл. Со второй половины февраля Солнце, Меркурий и Венера переходят в Рыбы. Энергия меняется, чувствительность становится выше. Для вас это может проявляться в усталости, желании уединиться, потребность восстановить силы. При этом Меркурий готовится к ретроградности, возможны недопонимания и возвраты старых тем. Не делайте резких заявлений, просто наблюдайте. Ваше движение вперед становится неизбежным. Наступает март, и к вам возвращается энергия. Если в январе и феврале были сомнения и развороты, то здесь появляется движение. Не резкое, но уверенное. Это период, когда Лев начинает по-настоящему понимать, куда он идет и почему прежние сценарии больше не работают. Лишь в первую неделю марта стоит поберечь силы и контролировать эмоциональное состояние. Лунное затмение и полнолуние в 9-3 марта повлияют на эффективность, повседневные нагрузки и здоровье. Чтобы не растрачивать силы напрасно, займитесь наведением порядка в делах и поправьте здоровье. Время для активности придет, но чуть позже. В первой половине марта, пока Меркурий ретроградный, возвращаются старые разговоры и незакрытые вопросы. Это может привести к сомнениям и чувству неопределенности. Главное, сохраняйте спокойствие и трезвость ума. Ведь уже 11 марта Юпитер разворачивается в прямое движение и снимает внутренние блоки. К вам возвращается уверенность и начинаются первые реальные возможности. Вы ощущаете внутренний подъем, подтверждение правильности пути. Появляются люди или предложения, которые открывают новые двери. Новолуние в Рыбах 19 марта закрывает старый цикл. Оно поможет отпустить сомнения, завершить эмоциональные хвосты, перестать цепляться за прошлые образы.
это хорошее время для отдыха, восстановления и внутреннего спокойствия. Деловая активность набирает обороты с приходом апреля. Полнолуние в весах 2 числа поднимает вопросы партнерства, справедливости и баланс интересов. Вы поймете, где слишком много уступаете, а где наоборот давите. В эти моменты подключайте свою способность договариваться. Приближаясь к середине месяца, Марс и Меркурий в Овне резко усиливают вашу энергию. Появляется решительность, возрастает желание действовать, а прежняя пассивность уходит. Также новолуние в Овне 17 апреля окажет положительный эффект для вас. Оно дает смелость, инициативу и старт новым проектам. Не ждите чего-либо одобрения, новолуние в Овне работает через личный выбор. Конец апреля – это стабилизация. Когда Солнце переходит в Телец, энергия становится устойчивее. Это время закрепления действий, оценки первых результатов. Вы чувствуете, что это начало пути, который приведет к высшей точке года. С приходом мая придет плотная земная энергия. Наступает время реальных проверок, и красивые идеи должны обрести форму. Полнолуние в Скорпионе 1 мая – это глубинная проверка мотивов. Оно обнажает скрытые амбиции, страхи потеря контроля, эмоциональные привязки к результату. У вас может появиться острое желание держать все в своих руках. Внутреннее напряжение между «хочу больше» и «боюсь потерять». Много разговоров о деньгах, власти и обязанностях. Помните, если что-то вызывает у вас сильную эмоциональную реакцию, значит это точка роста. Не уходите от нее. В первой половине мая, пока Солнце и Марс усиливают тему устойчивости, вы вырабатываете выносливость, доделываете начатое и укрепляете авторитет. Новолуние в Тельце 16 мая – это закладка материальной и профессиональной опоры. Одно из самых полезных новолуний для Льва в первой половине года. Это момент долгосрочных финансовых решений, укрепления статуса и стратегического планирования. У вас будет выбор стабильного, но перспективного направления, что позволит формировать план роста на месяцы вперед. Со второй половины мая и переходом Солнца в Близнецы энергия становится легче, больше общения, идей и переговоров. Вы чувствуете интерес, оживление и желание расширять контакты. Только Марс в Тельце будет напоминать, что начатое нужно довести до конца. Июнь – хороший месяц для Льва, потому что вы чувствуете отдачу от весенних решений. Новолуние в Близнецах 15 июня дает еще больше идей и возможностей. Оно открывает новые контакты, запускает переговоры, дает идеи для развития. Это возможности заявить о себе словом, начать обучение, запустить информационный проект. Запишите или зафиксируйте следующий совет. Идеи, которые посетят вас в июне, станут важными в 2027 году. Во второй половине июня Солнце в Раке, энергия становится более внутренней. Вы меньше стремитесь к демонстрации, больше заботитесь о самочувствии, и это очень важный баланс. Полнолуние в Козероге 30 июня – это хорошее время для подведения итогов. Что удалось укрепить, где есть реальные достижения, какие усилия были не напрасны. Для вас это время честной оценки вашего статуса, положения и эффективности. Но если результат не идеален, это не провал, это точка корректировки перед главными этапами. С наступлением июля может показаться, что внешне ничего не происходит, но внутри идет очень серьезная работа. Июль нужен вам, чтобы собрать энергию, перестать разрываться между прошлым и будущим. Важно четко понять, каким вы входите в август. В июле происходят ретроградные развороты, а значит, не все идет быстро.
В первой половине июля вы больше уходите в себя, поскольку чувствуете потребность в восстановлении. Новолуние в Раке 14 июля – очень важная точка. Оно поднимает тему безопасности и заставляет честно ответить, где мой дом и моя опора. В этот период у вас появляется желание отойти от людей, которые тянут энергию. Появляется желание защитить себя и свои ресурсы. Почти весь июль Меркурий ретрограден. Много недосказанности, ошибки в коммуникации и желание вернуться к прежним решениям. Очень важно разобраться с прежними делами, потому что впереди август, и туда нельзя входить с незакрытыми вопросами. Во второй половине июля Солнце возвращается в ваш знак, а точнее 23 числа. Энергия постепенно возвращается, появляется уверенность, хочется действовать, просыпается желание быть собой. Полнолуние Водолея 29 июля происходит напротив вашего знака под влиянием Плутона. Оно показывает неравные отношения, скрытую борьбу за контроль, ожидания со стороны других. У вас может быть разговор, который многое прояснит, и осознание, кто какие роли играет, в том числе и вы. Помните о главном. Не сжигайте мосты сгоряча, а попытайтесь увидеть правду. В июле и Сатурн становится ретроградным, Нептун тоже разворачивается. Это снижает иллюзии, убирает ложные ожидания и требует честности с собой. В итоге июль – это месяц внутреннего взросления. Он очищает мотивацию, убирает лишнее и готовит вас к решающему этапу года. К концу месяца вы знаете, чего хотите, и готовы выйти в свою силу. Это состояние – ключ к августу, где выборы станут судьбоносными. Август – это пик вашей солнечной энергии, но не в привычном, а в легком смысле. Это экзамен на зрелость и ответственность за свою силу. Солнечное затмение во Льве 12 августа – это главная дата всего 2026 года для вас. Оно обнуляет старую идентичность, запускает новый жизненный цикл, меняет представление о себе, своей роли и предназначении. Проявления могут быть разными – резкие решения, смена направления, осознание, что больше не хотите жить по-старому. Важно понимать, затмения не всегда выглядят как праздник. Часто они ощущаются как точка невозврата. К примеру, вы можете решиться на шаг, который долго откладывали. Отказываетесь от статуса, который больше не отражает его суть. Или наоборот, берете на себя роль, от которой раньше уходили. Главное вблизи затмения быть собой и не играть в чужие роли. Во второй половине августа, когда Солнце переходит в Деву, жизнь начинает проверять, насколько ваши решения жизнеспособны. Много мелких задач, необходимость наводить порядок. Если после затмения стало много рутины, значит процесс пошел правильно. Далее следует лунное затмение в Рыбах 28 августа. Оно закрывает старые эмоциональные циклы, освобождает от иллюзий, снимает внутреннее напряжение. Для вас это может быть прощанием с прошлыми ожиданиями, окончательное осознание, что вы никому ничего не должны. Наступает эмоциональное облегчение после сложных решений. С приходом сентября эмоции августа оседают и включается трезвый взгляд. Вы начинаете жить в новой реальности. Новолуние в Деве 11 сентября приносит новый порядок жизни. Оно помогает выстроить режим, навести порядок в делах, адаптироваться к новой роли. Для вас это настройка повседневной жизни под новые цели, изменение приоритетов и уход от хаоса. Маленькие действия сентября имеют большой эффект в 2027 году. Полнолуние в Овне 26 сентября – это подтверждение правильности пути. Оно дает ощущение силы,
подтверждение, что выбор был верным. Вы ощущаете внутренний огонь, но без надрыва. У вас появляется уверенность, без необходимости доказывать, действия становятся прямыми и честными. В конце месяца вы чувствуете, что живете своей жизнью. Это состояние – результат всей первой половины 2026 года. И именно в этом состоянии вы входите в финальные месяцы года уже другим человеком. Наступает октябрь, и в нем много возвратных энергий. Но это не шаг назад, как может показаться на первый взгляд. Это возможность доделать и скорректировать. И именно новолуние в весах 10 октября позволяет это сделать с успехом. Вы заняты коррекцией партнерств и договоренностей. Оно поднимает темы равенства, баланса и честного обмена. Вам становится очевидно, какие союзы жизнеспособны и где есть перекос. Все это может проявляться в пересмотре условий сотрудничества, финансовых договоренностях, а также в личных отношениях. Постарайтесь не тянуть одеяло на себя, а равенство сейчас – признак зрелости. Ретрофаза Венеры и Меркурия в Скорпионе – это один из самых непростых фрагментов года. Возвращаются старые чувства, финансовые вопросы из прошлого, необходимость пересмотреть обязательства. Могут возникать искушения вернуться туда, где когда-то было ярко, но это уже не подходит вам по сути. Не забывайте, если прошлое возвращается, то не для того, чтобы остаться, а чтобы быть окончательно завершенным. Полнолуние в Тельце 26 октября проверяет устойчивость. Оно показывает, насколько прочна ваша материальная база, хватает ли ресурса, и где реальный результат, а где иллюзия. Для вас это момент честного ответа. Я стою на твердой почве или держусь на вдохновении. Если где-то нет устойчивости, октябрь дает шанс это проверить. С приходом ноября энергия немного стабилизируется. То, что не прошло октябрьские проверки, здесь окончательно уходит. Новолуние в Скорпионе 9 ноября – очень сильное событие. Оно закрывает старые эмоциональные циклы, освобождает от внутренних зависимостей, возвращает контроль над своей энергией. Вы ощущаете, что тяжесть уходит, наступает ясность в чувствах, а на душе спокойствие вместо драм. Не цепляйтесь за то, что уже ушло, освобождение – это тоже сила. Полнолуние в Близнецах 24 ноября помогает осмыслить весь год, дает ясность мышления, подводит интеллектуальные итоги. Для вас это может быть понимание, как изменилось мышление, четкое осознание нового направления, ощущение, что пазл наконец сложился. Вы знаете, что больше не нужно бороться, и знаете, в чем ваша сила. Декабрь. Это месяц, где все встает на свои места. Если смотреть честно, 2026 был годом снятия иллюзий, отказ от лишних ролей, взросления силы и перехода от образа к сути. Декабрь нужен не для рывка, а для фиксации того, кем вы стали. Этот месяц хорошо сочетает ясность, практичность и глубокое подведение итогов. Новолуние в Стрельце 9 декабря формирует горизонт будущего. И оно не про мечты в воздухе, оно про осознанный вектор. Для вас это благоприятный момент, чтобы сформулировать, куда вы идете дальше, определить смысл своих целей, особенно идеи на 2027 год и понимание, какой масштаб реален. Середина месяца очень важная. Сатурн разворачивается в прямое движение, и с этим исчезает ощущение, что вы застряли, появляется устойчивость. Также и Нептун разворачивается в прямое движение. Туман рассеивается, иллюзии уходят. Юпитер разворачивается в ретроград. Фокус смещается с внешнего роста на внутреннее закрепление. Вы ощущаете спокойствие, ясность и отсутствие необходимости что-то доказывать.
Это признак зрелости. Марс в Деве дает силу, но без шума. Это проявляется в точных действиях, дисциплине и умении доводить до результата. Вы с легкостью завершаете начатые дела и наводите порядок, подготавливаете базу под следующий год. Не забывайте, что маленькие действия декабря дадут большие плоды в 2027 году. Полнолуние в Раке 24 декабря подводит эмоциональный итог. Он возвращает к теме дома, опоры, внутренней безопасности, показывает, насколько вы стали устойчивыми. Это период глубоких разговоров, чувства благодарности, внутреннего спокойствия и ощущения, что я выдержал. Вы больше не зависите от внешнего одобрения, чтобы почувствовать свою ценность. Последние дни года практичные и собранные. Это время подводить итоги, фиксировать достижения и понять, что стало опорой. Вы входите в Новый год без хаоса, без внутреннего раздора, с четким ощущением своего места. Для вас 2026 год – это год взросления силы, отказа от пустых ролей, год формирования настоящего авторитета. Вы выходите из этого года более спокойным, более уверенным, более уважаемым, в первую очередь перед самим собой. 2026 год непростой, но он честный. И если вы прошли его осознанно, то дальше начинается совсем другой этап жизни. Без лишнего напряжения, без борьбы за признание, но с настоящей, глубокой силой. Если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы и для других знаков на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого.